Я постоянно слышу, что якобы онлайн-арбитраж умирает, что вилок маржинальных уже не найти. Мы просто вовремя зашли, да, называется, а типа сейчас стартовать намного сложнее. Я взял человека абсолютно левого, с новым Facebook аккаунтом, сделал его HR, назовем это так, который просто раскидывал объявления. Сразу скажу, да, я ищу только русскоязычных, 95% из них абсолютно нулевые люди. Поиску вилок обучить можно, за недельку. Из 5 ресерчеров в итоге вообще там осталось 3-4, 1 к 20, можно так сказать. Они свои условия иногда выдвигают, это тоже нормально. Но тут есть как раз риск того, что они будут продавать эти вилки 3, 4, 5 людям одновременно. Начинается зарплата со $150. За каждую принятую вилку мы доплачиваем $3. Вся такая команда делает 50-60 тысяч оборотов в месяц. И маржа примерно 15-20%, наверное, там 16-17%. Я очень плохо, честно сказать, с цифрами, наверное. Как делегировать работу в бизнесе на Amazon по модели онлайн-арбитраж? Сегодня в гостях Коля Шапкин, занимается 5 лет онлайн-арбитражом и расскажет о том, как он делегирует в своем бизнесе и на цифрах покажет, как он провел эксперимент по построению команды ресерча товаров с нуля. Коля, привет. Привет, да, все так. Расскажи, пожалуйста. Соответственно, я уже 5 лет торгую онлайн-арбитражом, как ты правильно сказал, и в целом за 5 лет я сам лично нашел только, может быть, 3, может быть, 4 вилки за всю как бы историю. И это было, естественно, в самом начале, еще тогда, когда я сам обучался, соответственно, на курсе. Я сразу понял, что мне это не сильно круто дается, мне это не очень нравится. Что главное в онлайн-арбитраже? Это, естественно, поиск вилок, поиск сделок, соответственно, ресерчем. И не всем это дается легко. Через меня прошло огромное количество там людей, которых я обучал, и я реально заметил это, что кто-то это быстро схватывает, у кого-то и за месяц не получается. Не знаю почему, не знаю, с чем это связано, не знаю, какие качества нужны, наверное, там усидчивость, образно говоря. Но, тем не менее, мы все понимаем, что поиск вилок, поиск сделок – это монотонная конвейерная работа, которая не всем нравится и не всем подходит, естественно. Поэтому, когда меня спрашивают, типа, что делать, когда не получается найти вилку или сделку, или мы находим слишком мало их, я всегда говорю, надо их делегировать. А как делегировать, а что делать, а как научить людей, а как брать уже опытных, а вдруг они меня обманут, а вдруг они эти вилки сольют, образно говоря, налево и так далее и тому подобное. Кроме того, я постоянно слышу, что якобы онлайн-арбитраж умирает, что вилок маржинальных уже не найти, что магазины там дают лимиты на покупку там 2, 3, 4, 5 товаров, и больше ты не купишь, и так далее, и тому подобное. И вот к сентябрю я, соответственно, подумал, типа, а что если, типа, все правы, и мы просто такие крутые уже старые, у меня там опытная достаточно команда на меня работает, что что мы просто вовремя зашли, да, называется, а типа сейчас стартовать намного сложнее. Вот поэтому я провел такой эксперимент и там для своего YouTube-канала, и там для своих учеников. До этого я обычно от себя публиковал объявления, и тоже мне говорили, что типа вот на тебя идут, потому что ты вроде блогер, ты более-менее известный, типа с тобой интереснее работать, поэтому тебя знают, к тебе идут. Соответственно, я взял человека абсолютно левого, с новым Facebook аккаунтом, сделал его HR, назовем это так, который просто раскидывал объявления по всем группам русскоязычным на Фейсбуке. Сразу скажу, да, я ищу только русскоязычных. Очень круто, что кто-то умеет работать с индонезийцами, пакистанцами, индусами, но мне что-то как-то стрёмно, не знаю. Как-то лень, может быть, я к этому не дошел. Самое интересное, те русскоязычные ребята, которые начинали работу на Амазоне у себя в странах, они работают с русскоязычными. А те русскоязычные, кто живет, например, в Америке давно, они почему-то выходят сразу на индусов, пакистанцев, индонезийцев и так далее. Не знаю почему. То есть у них как бы такого барьера нету абсолютного, что классно, кстати. Потому что, азиаты, они часто бывают сильно дешевле, чем русскоязычные ребята. Поэтому пробуйте тоже. Почему нет? Но я пошел по старинке, потому как я умею. Соответственно, этот человек раскидал объявления. У нас получилось порядка 50-60 объявлений. В основных группах на Фейсбуке и там чуть-чуть в Телеграме. В Телеграм, конечно, в русскоязычном сообществе пока не так развит, как Фейсбук. Поэтому вступайте в русскоязычное сообщество на Фейсбуке, это очень полезно. Всем советую. Не только для поиска ребят, естественно. С этих объявлений примерно за 2 недели у нас было порядка 60-70 обращений соискателей. 95% из них абсолютно нулевые люди. Скажи, пожалуйста, ты когда публиковал объявление, у тебя что было в объявлении написано? Просто было написано, что ищем ресерчеров с опытом и без опыта работы, соответственно, работа удаленная в любой части мира, оплата в долларах,
предоставляем обучение. Ты писал, что ты ищешь ресерчеров на Amazon или просто общими словами описывал работу? Не, я прям писал, что нужны ресерчеры для работы по стратегии онлайн-арбитраж на Amazon. Ну, также можно просто писать, что нужны аналитики, образно говоря, там для онлайн-арбитража на Amazon и так далее. Потому что не все понимают, что такое ресерчеры. Это как бы хорошее, на самом деле, да, замечание. Соответственно, с таких простых объявлений у нас пришло примерно 60-70 откликов. Что мы после этого делаем? Мы каждому из них даем бесплатную кипу и доступ к Seller Assistant App. И гайд, как найти вилку. Максимально подробный, при этом только по одной стратегии, это поиск через конкурентов. Ты гайд даешь им текстовый или ты записываешь какой-то лум-видео? Текстовый гайд, да, со скриншотами, естественно. Он примерно занял у нас 12 страниц. Ну, там большой шрифт, там много скриншотов, то есть информации там не сильно много. И в целом я считаю, что человека даже с нуля поиску вилок обучить можно, ну, за недельку вполне. Вот. Естественно, не все, естественно, не каждого. Но вот если человек схватил, вернее, если человек схватывает быстро, если он способный, если эта работа для него подходит по каким-то его внутренним качествам, да, назовем это так, он вполне может обучиться этому за неделю. Да, соответственно, им дается табличка, им дается гайд, и они должны найти хоть что-то похожее на вилку, я называю это так. Потому что, естественно, человек как бы там нулевый, быстро, без какого-то подробного обучения, ну, не найдет идеальную вилку. Такое случается, но это там в одном случае 100, естественно. Соответственно, из вот этих вот 60-70 человек нашли хоть что-то в районе 15 человек. У них это заняло примерно 10 дней, грубо говоря. Получается конверсия 1 к 10 примерно. Да, примерно так. Может быть, чуть выше. Соответственно, после этого с этими людьми, кто нашел хоть что-то, начинает работать менеджер. Соответственно, менеджера я тоже нашел с нуля, просто по знакомству. Ну, типа, девочка с опытом 2-летним работы менеджера там, в проверке вилок, в закупках. Соответственно, я ей дал задачу отобрать из этих людей, кто прошел первичный отбор, тех, кто может найти уже нормальные вилки. Каждый из них получил обратную связь, потому что он нашел. И, соответственно, получил более подробные вводные, назовем их так. Что ты сделал правильно, что ты сделал неправильно, вот посмотри. Далее им дается задача, естественно, как бы искать более серьезные, более вдумчивые вилки. Из этих людей, кто хоть что-то нашел, осталось 5. То есть 5 человек из, ну, давай 70 назовем. Вот такая примерно конверсия. Хорошо. Такой вопрос. Ты говоришь, что ты дальше им даешь более серьезную работу, то есть более вдумчиво искать. Что это значит? Ну, на первом этапе мы им, естественно, не объясняем, например, как отслеживать поведение продавцов, да, то есть их выкидывать, не выкидывать. Например, вот это мы им не даем. Мы им не объясняем, что такое вот в Seller Assistant API там красный замочек, либо там какие-то жалобы, что были, и так далее, и тому подобное. Это им все не обязательно, потому что, ну, иначе голова взорвется, что называется. Вот, соответственно, с теми, кто нашел хоть что-то, мы просто даем более серьезные, более критерии, более жесткие. В принципе, это все. То есть, в целом, чтобы найти сделку, найти вилку, вам нужно там, я не знаю, до 15 критериев, наверное, отследить. На старте можно дать половину из этих критериев, чтобы понять, что человек вообще готов на такую работу, что человек способен на такую работу. Этого вполне достаточно, как мне кажется. А скажи, пожалуйста, ты когда даешь задание, ты определяешь критерии, то есть там это критерии по BSR, по прибыльности или какие эти критерии? Банально маржа, это ROI, это количество продаж, чтобы товар был на Амазоне и где-то еще, естественно, похож. Кстати, более углубленный критерий, опять же, мы, например, объясняем, как поставщика определить на то, что нормальный он или ненормальный. Ну, то есть мы с тобой тоже делали видео очень классное, типа, как определить сайт мошеннический или не мошеннический. Естественно, на старте ресерчеру это не нужно. Но если мы его уже все берем, типа, а-ля себе в команду и более серьезно обучаем, мы его, естественно, обучаем смотреть, проверять сайты на мошенничество и не мошенничество. Да, я понял. А скажи, а ты ограничиваешь ресерчеров в диапазоне BSR, на котором нужно искать? Или на этом этапе они могут любые товары искать? Да, ограничиваю. Ну, в целом, как бы у всех задача стоит такая, чтобы типа там от 10 продаж на продавца в течение месяца и все. Вот. Да, понял. Они это знают, естественно. Соответственно, давай тогда расскажу, ну, как бы конец эксперимента, да.
То есть вот 5 оставшихся людей в первые 10 дней нашли уже вилок, которые мы смогли закупить на общий провод в районе $700-800. Это вот было в первую буквально 7-10 дней. Соответственно, таким образом у меня получилось, что у меня в новой команде, ну, из 5 ресерчеров в итоге вообще там осталось 3-4, 3, вернее, прям хороших, 4 таких под вопросом до сих пор. У меня остался новый менеджер, у меня остался человек, который тупо ищет ресерчеров. Ну, то есть я называю это как а-ля HR. И этого вполне достаточно для работы в онлайн-арбитраже. Как я работаю с менеджером, могу тоже рассказать. Соответственно, сначала мы с ним проверяем все вилки, которые приходят от ресерчера. Соответственно, я смотрю его, типа да, нет, и комментарий. Пишу свой комментарий да, нет. Если это сходится на 80%, я его отправляю в свободное плавание. Ну, то есть я могу такому человеку доверять. Если это, типа, уже там продолжается месяц, и мы расходимся, образно говоря, там на 50%, я меняю менеджера. Значит, что он не понимает то, чего я хочу, соответственно. А менеджер – это тот человек, который собирает сделки со всех твоих ресерчеров и отправляет их на закупку. Правильно, да? Или отправляет на закупку, или сам закупает. То есть на первом этапе он собирает все вилки, дает по ним обратную связь, выписывает для меня те вилки, которые прошли по его, соответственно, мнению. Я даю обратную связь как бы свою, и после этого закупается. Либо он закупает сам, если это маленькая команда, если это только начало, ну, пока у нас нет закупщика вот в этой второй команде, как мы называем, да, а потом, естественно, появится закупщик. Потому что это тоже надо разделять, это достаточно большой объем времени получается. И у тебя, получается, из 60-70 человек, которых вы изначально попали к вам в пайплайн, на выходе у тебя нанято всего 3. Но эти 3, они 3-4, да. Ну, то есть соответствуют... 1 к 20, можно так сказать. Но я считаю, что это нормальная как бы конверсия. Естественно, всем этим 70-60 людям вы ничего не платите. То есть они у вас проходят, во-первых, бесплатное обучение, поверхностное, но тем не менее обучение. То есть для них это тоже важно, для них это полезно. Соответственно, люди на это идут, вполне идут. Давай тут, наверное, расскажем про то, как работать с опытными ребятами. Потому что вот из этих 70 там людей, образно говоря, 2-3 человека уже пришли такие, что типа, вот я работаю, уже, давайте на таких-то условиях, они свои условия иногда выдвигают, это тоже нормально, почему нет. Вот. Но тут есть вот как раз риск того, что они будут продавать эти вилки 3, 4, 5 людям одновременно. Абсолютно. Проверить это никак невозможно. Ну, на старте, по крайней мере. Как мы это проверяем? У нас все закупленные вилки идут в таблицу, и везде написано имя человека, соответственно, кто эту вилку нашел. Если мы видим, что у одного и того же человека вилки, на вилках постоянно идет резкий рост продавцов, в первые же там дни, то мы просто от такого человека отказываемся. По-другому, как это проверить, ну, я не знаю, честно. И, естественно, этот риск есть у тех ребят, кто давно в теме, кто давно сидит на пабликах, в сообществах и так далее. Но я не встречал таких рисков у ребят, которые нулевые пришли. Потому что они просто, честно сказать, даже не понимают, что так можно делать. Возможно, они боятся это делать, потому что ну, им эта работа важна. И, соответственно, ну, у меня не было никогда проблем с нулевыми. Ну, то есть за 5 лет, наверное, таких было случаев 10, как мне кажется. Не знаю, много это немного, но такие случаи были. При этом, на самом деле, я, естественно, не могу на 100% быть уверенными, что они реально их сливали. Но просто если есть такая как бы статистика о том, что их вилки быстро выгорают, вернее, увеличивается количество продавцов, ну зачем рисковать просто? И все, соответственно. Да, понятно. Интересно. Расскажи, пожалуйста, на каких условиях ты договариваешься. И еще момент. Ты озвучиваешь условия в момент публикации или... Не, я озвучиваю уже, когда люди пишут что-то. Ну, то есть они кратко про себя пишут, вот ну, мы хотя бы понимаем, адекватный человек, неадекватный, и после этого озвучиваем условия. Если они с этими условиями согласны, то мы выдаем гайд, мы выдаем доступ к программам, и они начинают, соответственно, поиск. Соответственно, у них начинается зарплата со $150 в первый месяц, во второй месяц 200, в третий месяц 250. При этом они должны выполнять KPI по поиску вилок. Это 40, 50, 60 вилок, вот, из которых мы, естественно, не все закупаем, но они должны столько предоставить, и чтобы они были более-менее нормальные, из которых мы где-то 20-30% обычно должны закупать. Соответственно, если человек предоставляет нам 60 вилок, из которых мы ни одной не закупаем, ну, это KPI тогда не выполнен, естественно, и мы с ним просто перестаем работать. За каждую принятую вилку мы доплачиваем $3. С самыми лучшими ребятами у меня могут быть специальные условия. Назовем это так. Если человек реально находит очень крутые вилки, очень маржинальные, очень много, то, естественно, все эти условия повышаются. Соответственно, в первой команде у меня есть лучший ресерчер, с которым мы работаем, наверное, 1,5 или 2 года уже. Вот у него зарплата больше $1000.
соответственно. Мгм. У всех остальных, ну, наверное, где-то в районе 300 выходит. 400, что-то такое. Ребятам из СНГ, ну, это достаточно неплохие деньги. Они работают не по 8 часов в день, не по 12 часов в день, работают удаленно. Класс, класс. И скажи, пожалуйста, то есть сколько нужно ресерчеров для того, чтобы вот онлайн-арбитраж бизнес работал? Там есть вообще какая-то граница? До какой Не, ну, степени? граница тут определяется твоим бюджетом, То есть, прежде всего, и твоими хотелками. Я думаю, все-таки так. Ну, приведу пример, что вот первая команда, в которой крутые ресерчеры, обычно их в районе 4 человек, плюс менеджер. При этом менеджер еще мониторит биржи и еще работает иногда с фрилансерами. То есть я не могу точно отследить, в каком процентном соотношении приносят ресерчеры, приносят вот эти вот фрилансеры и биржи. а Но что вот такое ребята фрилансеры и делают. биржи? Что такое фрилансеры и биржи? Биржи, это как у тебя, например, у Seller Assistant App есть одна из Мгм. бирж. Есть еще таких несколько. Вот. У некоторых ребят есть просто группы в Телеграме, в которые они сливают, соответственно, свои вилки, их тоже можно там Мгм. покупать. Фрилансеры, я называю таких людей, которые ко мне лично приходят и говорят, что типа, вот у меня есть вилки, давайте я вам буду их иногда присылать. И они присылают иногда. Ну и все. Я Я понял. называю их фрилансерами, я не могу это назвать, это как бы то, что они на постоянке работают, потому что у них другие условия, у них нет оклада. Наверное, таких человек 5 у нас есть тоже. И вот, соответственно, вот вся такая команда делает 50-60 тысяч оборотов в месяц. 50-60 тысяч оборотов в месяц. А какой у вас Да. ROI получается тогда? Насколько это прибыльно? То есть из 60 тысяч, 1010 это прибыль, да, наверное, получается? Ну, смотри, маржа примерно 15-20%, ну, наверное, там 16-17, что-то такое, Вот, и вот ROI это нормально а, 30. ROI 30, маржа 16-17. Я Это, понял. естественно, до вычета зарплат. То есть в обороте получается около 40 тысяч крутится. Я очень плохо, честно сказать, с цифрами, ну, наверное. Ну, я Я обычно, уже нанял обычно финансового трейсер Amazon директора, у беру. меня, да, да, соответственно, у меня как раз вот конец года посвящен именно финансовой аналитике более жесткой, чем это было до этого. Класс, спасибо, информация очень полезная. Ребята, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Также переходите в описание, и там будет ссылка на канал Коли Шапкина. Тоже подписывайтесь на него, он выпускает классное видео про Amazon. Что-то Спасибо за еще? приглашение. Да. Меня зовут Олег, я разрабатываю Seller Assistant App и Seller Assistant Deals. Seller Assistant App – это браузерное расширение для Amazon-продавцов, которое помогает делать бизнес по модели онлайн-арбитраж, опт и дропшиппинг. И Seller Assistant Deals – это marketplace сделок, где вы как раз можете купить сделки для онлайн-арбитража, если пока у вас еще нету своей команды. Как только у вас появится команда ресерча, вы там можете продавать сделки и зарабатывать дополнительно на лишних сделках, которые вам не нужны. Регистрируйтесь в Seller Assistant App, переходите по ссылке в описании.